Красный автомобиль привычно мчался по грунтовой дороге и вез свою хозяйку к родному дому. Там, в небольшой деревеньке, укрытой от всего мира, ждут ее два любимых мужчины, сын Максим и муж Алексей. Марина улыбнулась, представив, как будет радоваться ее сыночек встрече с мамой. Женщина уже несколько дней не видела свою семью, потому что уезжала в соседнее село навестить больных родителей. В салоне играла тихая приятная музыка, создавая атмосферу уюта и тепла. Заехав на лесную часть дороги, Марина поняла, что на лес уже опускаются сумерки, и включила фары. Еще пару километров, и она дома. Вдруг мысли женщины развеял чужой автомобиль, стоявший поперек дороги. Это был большой внедорожник, вокруг которого крутились молодые парни. «Может, случилось что?» – без всяких мыслей спросила Марина. «Может, помощь какая нужна?» С этими мыслями она остановилась возле внедорожника и приоткрыла окно. «Парни, у вас что-то случилось?» – спросила она, перекрикивая музыку в джипе. Подошедший парень наклонился к ней, чтобы разобрать ее голос, но потом, оглядев ее, ответил: «Ну да, нам нужна помощь, пойдем со мной, поможешь». Марина вышла из своего автомобиля и отправилась за парнем. Музыка стихла, видимо, чтобы было легче общаться с появившейся женщиной. Так кому тут помощь нужна? Все еще не понимая, что тут происходит, пыталась выяснить Марина у трех окруживших ее парней. «Так нам всем нужна», — ответил один из них и положил свою руку на ее ягодицу. «Поможешь? Да мы не обидим. Деньги есть, ты не переживай». И только сейчас Марина поняла, чего хотят от нее эти негодяи. Она развернулась и со всего размаха влепила под лицу звонкую пощечину. «Ого!» – засмеялся он. «А дама с характером. Она мне нравится». И в этот момент кто-то со спины сильно схватил Марину за волосы, приподняв ее и притянув к себе. Женщина пыталась отбиваться, из ее глаз тут же потекли слезы. «Мальчики, ну не надо, ну отпустите меня, я никому не скажу». А тот самый парень, которому она влепила пощечину, подошел к ней и демонстративно, одну за одной, начал расстегивать пуговицы на ее блузке, словно ее просьбы доставляли ему удовольствие. «Ну да ладно, поговорили и хватит». Вдруг железным тоном сказал он: «Пора уже и делом заняться». С этими словами он схватил Марину и швырнул ее на траву, сам забираясь на нее сверху. «Дик, помоги!» – вдруг закричала женщина. И в этот момент из окна машины появился матерый и серый волк. Глаза пьяных дебоширов сразу же округлились. Волк в два скачка добрался до них и ударом груди шип насильника со своей хозяйки. Парень, не понимая, что случилось, попытался подняться, но волк тут же кинулся на него и начал рвать, как куклу. Его друзья тут же протрезвели и попытались отбить своего товарища, вооружившись длинными палками, подобранными здесь же в лесу. Но Дик, развернувшись к ним и оскалив клыки, тут же переубедил их в этой затее. Видя ярость волка, парни бросили свое оружие и попытались бежать. Но Дик тут же настиг одного из них, повалив на землю и пытаясь вцепиться ему прямо в горло. Второй негодяй успел запрыгнуть в машину и закрыть за собой дверь, заблокировав все замки. Поднявшись, Марина поправила разорванную одежду и скомандовала волку: «Дик, хватит, не надо». Волк послушно отошел от своей жертвы, все еще не спуская глаз с окровавленного мужчины. «Охраняй, Дик», — скомандовала женщина, пытаясь отыскать свой телефон, и волк послушно сел возле злодеев. Примерно через час приехали машины полиции и скорой помощи. Участковый зафиксировал все обстоятельства произошедшего, а медики оказывали помощь пострадавшим подонкам. «Что ж, тут мне все понятно», — сказал подошедший полицейский. Ранее судимый гражданин, в состоянии алкогольного опьянения, в сговоре со своими дружками решили произвести непристойные действия. Доложил он. «Одного понять не могу», — сказал участковый, почесав голову. «Как вы приручили волка, да еще и выдрессировали так?» — спросил он, с опаской поглядывая на серого хищника. Марина улыбнулась. «Так я ж его совсем крохотного нашла. Мы с мужем в лесу гуляли, грибы собирали, там я его и повстречала». Лицо ее стало хмурым, окунаясь в эти воспоминания.
Он возле матери мертвой сидел и выл. Видно, что уже не один день без еды и воды провел. Я его потом с бутылочки молоком выпаивала. Возилась с ним хуже, чем с ребенком. Улыбнулась она и потрепала за ушами подошедшего зверя. Видимо, он все помнит, за это и расплачивается. А дрессировать волка занятие бесполезное. Если он не захочет, то его никак не заставить. Так что все, что он делает, так это сугубо по своему желанию. Да, ну дела, удивился участковый, не сводя глаз с подошедшего волка и стараясь незаметно отодвинуться от него, не подавая виду, что ему страшно. Ладно, все, что мне нужно, я зафиксировал. Можете быть свободны. Если понадобитесь, я вас вызову, сказал он и, развернувшись, быстро зашагал к своему автомобилю. Марина невольно улыбнулась, глядя на такую реакцию стража порядка. «Что, Дик, поедем домой?» — спросила она у своего серого попутчика. И тот, словно поняв, о чем она говорит, тут же нырнул на заднее сиденье автомобиля. Сидевшая на собственной кухне, уже приняв ванну и уложив сына спать, Марина смотрела на беспокойные глаза мужа. «Нет, ну как они могли?» — все еще негодовал он. Если бы не Дик, то и подумать страшно. Мужчина посмотрел на спящего в углу волка. Марина положила ладонь на руку мужа и слегка улыбнулась. «Да успокойся, все же хорошо. Спасибо нашему зверю. А я больше не буду такой дурой и не буду каждому встречному верить», дала обещание она Алексею. Мужчина приобнял жену и виноватым голосом сказал: «Помнишь, а я ведь еще против был, чтобы ты его с собой из леса тогда забрала». «Конечно, помню», — смеясь подтвердила Марина. «Мы тогда еще с тобой из-за этого поругались. А он, погляди, каким другом и защитой нам стал». Алексей молча кивнул головой, подтверждая свою неправоту. После этих слов Дик вдруг поднял голову и одобрительно заскулил. «Вот и Дик подтверждает», — засмеялась Марина, еще крепче обнимая своего мужа. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.